Рамос, выходи. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юля. И если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И, конечно, следите за обновлениями. С сентября, кстати, 29 сентября у меня день рождения. А 29 сентября это когда? Это завтра. Поэтому я обязана поймать чупакабру для того, чтобы ее приготовить и, конечно же, скушать. Несмотря на то, что не передавали никаких осадков, дождь все-таки небольшой такой моросит, но это не страшно. Сейчас я хочу собрать, естественно, свой фиш-каяк Time Trial и поплыву вниз по течению. Многие спрашивали, где Дастер, где Дастер. Ну вот, пожалуйста, вот он наконец-то Дастер. Наконец-то мы его забрали из ремонта. Это еще не все, его придется отдать, скорее всего, еще на 2 недели для того, чтобы исправить 2 недочета, которые были допущены в течение хранения автомобиля. Кто не знал, перед началом лета, в темное время суток, я столкнулась с косулей. Она очень резко выскочила. И она выпрыгнула вот под вот это вот колесо, тем самым разбив мне полностью бампер, противотуманку, крыло и некоторые внутренности. У меня даже свернуло рулевое колесо. На исправление того, что случилось после столкновения, ушло целых 4 месяца из-за того, что сейчас нет деталей на автомобиле. Буду ловить на спиннинг, буду ловить на вертушке, может колебалки, может какие-то воблера. Кстати, вот здесь вот в обрыве осы мы спустились с собакой с обрыва для того, чтобы посмотреть на водичку. И они сразу такие... Я в восторге, потому что лодка уже собрана, спиннинг готов, снасти готовы, погода просто отличная. Да, не светит солнце, да, это не лето и уже не жара, но когда холодает, когда остывает вода, это значит, что начинается время хищника. И если раньше я всегда его пропускала и начинала ловить хищника только в декабре, я не знаю, даже бывало в январе, то сейчас... Я начну тогда, когда остыла вода, и он должен быть более или менее активен после конца летнего сезона. Спиннинг уже увидел и щуку, и окуня, и язя. И причем в прошлый раз, несмотря на то, что у него экстра быстрый сторой, он отлично справился с язем. Хотя все говорят, что на такую вот белого хищника, как язь или голавль, лучше использовать спиннинги с более медленным или средним строем, более мягкие. Хотя ваша Юлька просто правильно расслабила фрикцион. У меня был расслаблен на самом деле фрикцион, я думаю, что меня это спасло. Пришло время костюмчиков Гранд Пошив на флисе тепленьких. У меня есть как и водонепроницаемые, ну как водонепроницаемые, не при сильном дожде, так и вот такой вот этот вот мой любимый мягенький, такой тепленький костюмчик на флисе с большим количеством карманов. Подожди, давай, вот сюда сначала на эту штучку поставим. Ага. И сюда. Сейчас. Не хочу, блин, в песке, чтобы было все, поэтому так хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, какая красота, посмотрите, ребят, вообще обалдеть просто. Просто нереальная красота. Покажу вам вот эту вот дыру в космос. Вот туда, вот в эту дырку слетаются осы, ребят. Видите? О, видали? О. Все, это осиное гнездо, ребят. А я вот тут вот сходила, а вот тут у них гнездо. Конечно же, здесь, как обычно, не глубоко, но вот вдоль есть интересные места. И мы будем сейчас это все дело потихонечку облавливать. Мне даже, ребят, не обязательно швартоваться на якорь. Я могу вот в затоку становиться, в мелкую в такую. И отсюда оббрасывать вдоль береговой линии нашу реку. Я не могу сказать, что холодно. Становится жарко, как-то даже припариваешь, что ли. продвигаюсь вниз.
Вот уже швартуюсь вдоль травы и обрасываю, соответственно, береговую линию. Почему? Потому что рыба здесь прячется в траве. Делаю паузу. Скажете, зачем я в очках в такую погоду? А потому что я вижу, что происходит на дне. Могу сдалека увидеть свою приманку. Могу увидеть, как реагирует рыба на мою приманку, когда ее провожу. Даже реакция малька может говорить о том, что рыба покрупнее, хищник будет реагировать на ту приманку, которую вы поставили. Ребят, есть первая рыба. Сейчас посмотрим, что за рыбка. Опа! Первая рыба, ребята. Первая щука, ребят. Опа! Есть. Вот такая вот щучка, ребят. Красотка. Ребят, ну эта щучка слишком маленькая. Я ее, естественно, отпущу сейчас. 2 секундочки. Чуть-чуть отплыла от места, где отшвартовалась. И уже на мели поймала даже одну небольшую щуку. Видите, рыба стоит в траве. Я уже не первый раз ловлю в этом году на реке Неман на спиннинг, вот так вот со сплавом на каяке. И я, можно сказать, уже понимаю, где ее искать и на что ее ловить. Нравится эта колебалка тем, что ее можно медленно ввести в среднем слое воды, делать какие-то паузы. И видите, щука не заставила себя долго ждать. Первая или вторая проводка у меня буквально была. Поэтому я и говорю, что хочешь поймать рыбу, вот я сейчас так считаю, не стой на одном месте. Вот опять был удар, ребят. С левой стороны очень сильный ветер, я переплыла на правую сторону, здесь затишок. В таких затишках может тоже прятаться рыба какая-нибудь. Стоять, ждать. О, видели? Это непонятно, это была поклевка, да, или это просто у меня зацепилось за что-то. Хотя... Красиво здесь, конечно. Ветер сильный довольно. Не жалею, что надела костюм тепленький. Потому что ветер, конечно, сильный. Но ведь щука любит такой ветер. Окунь нет, а щука любит. Для щуки ветреная погода — это самое лучшее, что есть. Для лещи, кстати, это тоже даже лещевая погода. Хоть и рыбаку такая погода и не очень, щуке такое нравится. Видите, какой камышек. Хотите сказать, здесь щука не может стоять? Может стоять. Но мы плывем дальше. Мы плывем дальше. Вон чья-то нора. Хотите, подплывем немножко? Посмотрим. Думаете, это бобра? Какая тарища. О. Как думаете, это бобровье? Глубоченная нора. Прикол, да, ребят? Сейчас пару раз брошу своей колебалкой, а потом буду бросать вертушкой, потому что мне кажется, что здесь немного глубже. Сейчас проверим. Блин, ну тут серьезно глубже. Здесь, наверное, яма. Я так полагаю. Да, надо ставить, ребят, тяжелую вертуху, чтобы до дна добить. Затишок просто супер, что ни на есть. На вертушку. Ну, знаете, мне кажется, что сильно цвет роли здесь не играет, но я возьму вот эту вот серебристую. Сильно он роли не играет. Там, где глубже уже цветов, там их спектров практически рыба не различает. Она различает только вибрации и различает подачу приманки. Как вы ее подадите.
Здравствуйте. Доброго дня. Дня, да. Все, ваш репортаж снимано. Да. Туда-сюда меняю приманки, пока больше поклевок не было. Ну и мест таких, как таковых, особо не было. Там, где было поглубже, к сожалению, ничего не клюнуло. Но все остальные места... Здесь берег такой проходимый. Мне кажется, здесь запрессовано, машины стояли. Нужно дальше плыть. Ай, погода вообще распогодилась, солнце появилось. А передавали же дожди, понимаете? Потом их не передавали, а теперь опять, видите как? Солнце, лето на дворе. А мы на рыбалку с ночевкой не поехали, а могли бы сама поехать. Сидеть, пытаться его поймать. Хорошая погода, между прочим. Погода очень даже хорошая. Ну, сейчас попью водички и все, и дальше. Вышла, немножко походила, потому что надо разминаться. Места тоже интересные. Видно, очень много людей здесь бывает. Много мусора набросано. Пачек от наживки, от опарыша. Ходы проделаны здесь. Кусты порезаны. Опа. Опа. Сейчас. Намочила я ноги, конечно. Ничего страшного, может сейчас просто на солнышке. Телефон на месте, приманки на месте, все, можно отчаливать, проплыть чуть-чуть дальше. Там дальше интересные места, такие шикарные обрывы, повороты, ребят. Ой, сидели там, получается, ловили и на закидушки, кто-то на поплавок, кто-то на спиннинг. Рядом был старичок, ловили на живца, на кружочки. Подбрасывали. Вот и мне так надо становиться, понимаете? А то я стесняюсь место занимать. Надо стесняться. Видите, реки всем хватит. И я плыла аккуратненько, ни у кого там не останавливалась. Впереди меня ждет очень красивый участок реки с деревьями. Ой, кустарником. Дикий. Мне такие места нравятся очень. Я сейчас впервые в жизни буду проходить участок реки, где торчит дерево. Сейчас вы увидите его. Сейчас. Мамочки. Видите, его даже кто-то срубил. Прикиньте. Оп, ваша Юлька проходит деревья. Офигеть. Мама мия, дорогая. Вот это поворот. Вау. Это, конечно, прикольно. Опа, оттолкнемся немножко от дерева. И, конечно, вот здесь вот сейчас вот прям швартанусь и побрасываю это место. Это нереально. Есть, ребят, есть какая-то рыба. Интересно, потеряю или не потеряю? Нет, не потеряю, ребят. Ну, я думала, голавль. Я думала, что это голавлевое место, а оказалось, это окуневая засада, понимаете? Окунь на меляке. На воблерочек. А я, между прочим, друг, жду голавля. Дайте мне хоть раз поймать голавлика. Вот такой вот красавчик. Вот. И, конечно, я этого дружочка, ребят, отпускаю, естественно. Что ж я его солить-то буду. Пошел. Какая-то мелочь только что подсаживалась мне на воблерок. Прям со струи что-то взяла. Так, я решила, ребят, швартануться. Сейчас вот здесь пляжик небольшой и справа. Выйду, похожу, перекушу, попью водички и поеду дальше.
Прикольно здесь. Вышла побросать. Я думаю, брошу, перевязала, потому что оборвала предыдущую. И вот такая маленькая щупакабра у меня попалась. Я даже не думала, что нужно включать для этого GoPro или это. Я не думала, что клюнет. Вот такая красотка. Вот снова на такую. С-под пляжика. Все, вынимаю у нее из рота приманку. И, конечно, иду отпускать, ребят. Ну, кто бы мог подумать, ну, что вот она решит сейчас клюнуть. Когда я даже не ожидала. Я так и знала. Давай, малая, плыви. Вот лодку, блин, ушла, ну. Тут с собой небольшая собойка. Ну, у меня не дофига поесть, конечно, но у меня есть поесть. У меня есть с собой колбаска, есть салка. Хлеб я не ем, блин, помидоры забыла, все позабывала. Ну, хоть закинуть просто колбаску заломали шевичка. Утром солнца не было, была поклевка. Как только солнце вышло, все, сразу облюбила. Думаю, что больше солнца не будет, может быть, что-нибудь сейчас и клюнет под вечер. И съем бананчик. Я вообще недалеко от лагеря отъехала. У меня сейчас поклевка с первого заброса произошла. Наверное, мне не нужно, ребят, на месте останавливаться, потому что я не успею сплавиться. Бляха-муха, ёпсель-матрёпсель. Вниз по течению далеко плыть, поэтому, блин, наверное, мне, чтобы успеть сплавиться до темноты, нужно перестать швартоваться. Ну, прям, ну, в 100% местах только останавливаться. Хочет клюнуть, она клюнет, вот и все. Так что я поехала. Как успехи? Ну, потихоньку. Так как плыву быстро, поставила сейчас вот такую вот колебалку, которая практически не сопротивляется течению. Она довольно быстро падает. Швартанула здесь одно такое окошко, было прикольное. И все, уплываю дальше. Ого, ребят, прямо под лодкой взяла. Прямо под лодкой, я аж офигела. Не крупная, ребят. А взяла прям под лодкой. И спиннинг такой. Туда как дуга, самортизировал. И вот такая вот маленькая щука. Такую я не забираю. Конечно, я даже, ну, типа, стыдоба такую забираю. Снимаю ее аккуратненько с крючка и отпускаю. Отпускаю. На колебалочку она клюнула. На серебристую колебалочку. Отпускаю. Пошла. Очень прикольно, ребят, плыву сейчас по течению вниз. Медленно я обрасываю довольно все такие перспективные места. Довольно быстро получается. В принципе, мне больше и не надо. Ну, как чмокает рыбка. Голавлик, наверное.
здесь вот, судя по всему, старичок. Я вот там вдалеке увидела, как выплескивается рыбка. Скорее всего, это щучка гоняет кого-то, либо окунек кого-то гоняет. Сейчас мы посмотрим. Ну, слушайте, здесь и глубина таки неплохая. Короче, я еще даже полпути не проплыла. У меня два варианта. Либо плыть по реке, либо нормально облавливать старик. Я уверена, что в нем можно что-то поймать. А потом ускоренно сплавляться по реке. Вниз по течению, короче, плыть. Вот. Чтобы добраться до места стоянки оператора с собакой. Возьмем больше заглубления, немножко потяжелее, потому что это на паузе. На эту клюнула. Сейчас посмотрим. Можно какого-нибудь бляха. Где вся рыба? Понятно? А вот и где вся рыба. Есть. Есть, ребят. Есть. Кажется, даже больше, чем на реке. Опа! Старичок принес мне вот такую вот щуку на вертушку от Roca Blades. Вес, ну, это, по-моему, либо десятка, либо пятнашка. Я точно не знаю. И щуку я эту, естественно, оставляю, потому что это уже более-менее проходной размерчик. Все. Кана нет, поэтому я ее привязываю на нитку. Что было в машине, то и отпускаю вниз. Ну, хоть так хай плавает. Так, еще одна рыбка. Правда, я вертушку поменяла.
Оп, это был окунек, ребят, уже. Это был окунек. Хорошо. Отличное место для того, чтобы произошла поклевка. Но она не происходит. Это вход в старик, ребят. Это вход в старик. Идите точку на навигаторе. Я даже еще не на половине пути. И это очень плохо, потому что садится солнце. Мне надо успеть. Я думала, честно говоря, что буду продвигаться гораздо быстрее, но не получилось. Поэтому теперь мне надо немного наверстать обязательно. Быстренько. Чтобы успеть в лагерь до темноты. Какие интересные места, ребятки. Обалдеть. Я плыву, блин, со всех ног вниз. Потому что я понимаю, что я просто не успею. Не думала, что так тяжело грести. Я уже, наверное, минут 40 гребу и до сих пор не догрябала до лагеря. Увидела, что уже садится солнце, начала грести. И гребу. Мне еще осталось несколько петель. Я надеюсь, что я успею. У меня всего 40 минут в загашнике. Ну вот так вот. Я ж не знала, блин, что так долго получится. Ну буду теперь хоть знать. Ну что, я наконец-таки догребла. Господи, да я пару петелек на самом деле прошла. А грябать мне пришлось, я, наверное, гребла час или полтора. Я гребла. И наконец-то догребла. Были поклевки сегодня. Если бы выбрала короче отрезок, поймала бы, возможно, рыбу больше. Немножко поняла, как нужно правильно ловить. Наверное, нужно сначала отмечать себе точки на карте, на которые я бы хотела бы обловить, и потом их объезжать, а не останавливаться в определенных местах. Вот так бы было правильно, и тогда бы я бы смогла быстрее обходить те места, которые хочу. Сейчас у меня ужин. Как у настоящего рыбака. Смотрите, что у меня есть, ребят. Печеная картошечка с сальцем. Божественно. Есть костерок. Я грею ноги. Ну а вы, друзья, если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И, конечно, следите за обновлением. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока!